Прошу. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня с участием ведущих отечественных технологических компаний обсудим ход нашей совместной с вами работы в сфере искусственного интеллекта. Мы практически со многими здесь присутствующих так или иначе в разной конфигурации постоянно возвращаемся к этой теме. Напомню, что в конце прошлого года на профильной конференции Сбера, где Герман Васильевич? Здесь, да? На вашей конференции, Герман Васильевич, а также на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам подробно говорили об исключительной, чрезвычайной важности создания и широкого внедрения этих решений. Повторю, искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности и обороны и безопасности. Да и вообще всей жизни страны. От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства. Нужно обязательно учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются. Так, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся все более сложными. Еще совсем недавно подобные системы проходили проверку только на освоение набора энциклопедических знаний. А в текущем году в ходе специальных тестов показали впечатляющие способности глубокого междисциплинарного анализа. Далее. С помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта, ИИ-агенты. Они уже не только выполняют определенные команды и отвечают на простые вопросы пользователя, а в автономном режиме в значительной степени уже без участия человека решают поставленные им человеком задачи. Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром. В прошлом году в определенном смысле произошло пороговое явление. Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником. То есть эти ИИ-агенты доказали свою способность имитировать человека, его когнитивное и даже эмоциональное поведение. По прогнозам, уже в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем, человек или нейропилот. Так что еще раз хотел бы повторить, вопросы повсеместного применения языковых моделей и, безусловно, их создания, наращивания потенциала имеют принципиальное значение для будущего страны. Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих и агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться. Что хочу особо подчеркнуть. Языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. И только при наличии собственных моделей мы сможем уверенно двигаться вперед, гарантировать безопасность и обороноспособность, что особенно важно. Оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли. Тем более, что наша страна в числе немногих государств обладает в этой сфере уникальными компетенциями. Поэтому считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности. Это значит, что полный цикл их разработки и обучения должен осуществляться российскими компаниями с тем, чтобы наши инженеры могли управлять всеми параметрами таких сложных систем.
Я хочу здесь сразу сделать маленькое замечание. Прошу не настораживаться, не пугаться тех коллег, с которыми я уже встречался, обсуждал вот эту очень важную, чувствительную тему. Мы для этого собрались, чтобы поговорить о всех деталях, о нюансах, имея в виду, что если что-то мы берем, значит, от наших партнеров, то мы должны быть уверенными в том, что дальнейшие шаги в строительстве архитектуры искусственного интеллекта, они должны нам гарантировать решение задач как раз в области безопасности и обороноспособности. Ну вот сейчас об этом и поговорим. Я прошу правительство выстроить финансовую архитектуру этого масштабного, значимого для страны проекта. В его реализации должны участвовать все, без исключения, участники процесса. Государство, частный технологический бизнес и госкомпании, конечно. Нужно задействовать потенциал и наших программ в сфере обороны и безопасности. Об эффективности такого механизма говорит опыт стран-лидеров в сфере искусственного интеллекта. И такой опыт нам известен, мы знаем, как работают госкомпании за рубежом, в том числе и оборонные ведомства, как они работают, как они вкладывают свои ресурсы в реализацию соответствующих программ. Конечно, для достижения тех целей, которые стоят перед оборонными ведомствами и специальными службами, но они вкладывают деньги и привлекают и государственные ресурсы, получается, и частные, и в целом добиваются хорошего результата. Уважаемые коллеги, особо остановлюсь на практическом применении передовых решений. Уже поручил правительству совместно с главами регионов сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач отраслей и субъектов федерации. К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование. Я знаю, что правительство, законодатели сейчас готовят правовую базу для применения искусственного интеллекта. И хотел бы еще раз повторить. Нужно так настроить регулирование, чтобы оно не сдерживало, не мешало, а наоборот служило стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения передовых технологий. Если мы здесь сейчас будем строить барьеры, безусловно, отстанем и в экономическом, и технологическом, и общественном, и социальном развитии. Еще раз подчеркну. Речь о том, чтобы добиться именно повсеместного, фронтального применения искусственного интеллекта, сформировать в России рынок использования таких решений. Это приоритетная задача для отечественного бизнеса и, конечно, для федеральных и региональных органов власти. Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчеты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений. Уже в текущем году заслушаем и коллег на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Сбер проводит это мероприятие ежегодно. Уважаемые коллеги, несколько слов о дальнейшей организации нашей работы. Определением стратегии и системной координации действий в области искусственного интеллекта займется комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Леонидовичем Григоренко и заместителя руководителя администрации президента Максимом Станиславовичем Орешкиным. Также в ее состав будут включены представители администрации, министерств, ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного совета. Соответствующий указ подписан. Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе по следующим направлениям. Первое. Это программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы в системе государственного управления. Второе. Это адаптация к повсеместному применению искусственного интеллекта всей системы развития человеческого потенциала, от начальной школы до рынка труда. Нужно безотлагательно перенастраивать механизмы подготовки и переподготовки кадров, уровня образования, под новый технологический уклад. Третье. С учетом расширения внедрения искусственного интеллекта в чувствительных секторах, в целом его растущее влияние на жизнь людей, общество, на экономику, считаю необходимым
прочитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению. Четвертое. Это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты. О некоторых нюансах и деталях, которые в этой связи возникают, я уже упомянул. Мы сейчас тоже это обсуждаем, разумеется. И пятое – это создание комплексной системы продвижения российских систем искусственного интеллекта и сервисов на их основе на зарубежные рынки. Развитие сотрудничества в этой важнейшей сфере с нашими партнерами по СНГ, по ШОС, по БРИКС. В целом, еще раз хочу сказать, в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта. Давайте пообсуждаем все предложенные вопросы. Слово Дмитрию Юрьевичу Григоренко. Прошу.